Игроки садятся за стол не только за приключениями. Они приходят за эмоциями, которые в обычной жизни получить сложно или нельзя. И зачастую они сами не понимают, что пришли жевать стекло. Вот и получается ситуация, где ты только что сделал игроку больно, а он такой: «Сэр, можно еще?» И вот тут становится интересно, почему они возвращаются и просят добавки, и как этим управлять. Ведь что такое боль? Боль – это состояние, когда мозг считает, что ему что-то угрожает. Среди разных болей мы акцентируемся и можем управлять психоэмоциональной болью. Естественно, игроки не особо хотят страдать, но с радостью дегустируют ароматы и нотки интенсивных чувств вживания стекла. Это может показаться мазохизмом, однако в мазохизме боль – это и есть сама цель. А в ролевках это один из инструментов раскрытия персонажей, мира и драмы. И обычно людям не нравится сама боль, но им нравится смысл, возникающий вокруг нее. Поэтому маркиз де Сад снисходительно проигнорировал бы то, о чем мы тут будем сейчас говорить. Мастер, который использует боль и страдания осмысленно, делает это по разным причинам. Например, для создания подходящей атмосферы или эмоциональной базы у игроков, а также для управления социальной механикой, когда нужно сплотить группу или создать внутренний конфликт. Иногда нужно подкорректировать направление движения или даже фокус группы. Ну и для контроля темпа игры, конечно же. Как это происходит? Сначала мастер создает якоря, через которые игроки начинают ощущать реальность, целостность, важность и вот это все, за что с радостью цепляется человеческий мозг, чтобы чувствовать себя удобно, комфортно и защищенно. Например, мастер вызывает привязанность к персонажам или местам, делает понятными правила мира, предоставляет стабильность и объяснимость, строит удобные или привычные моральные рамки, а также использует метагеймовые знания о каждом игроке, чтобы предоставить ожидаемые и понятные события и явления, которые игроки легко интерпретируют. Когда мастер проработал якоря, он уже может использовать инструменты боли и страдания, чтобы оперировать оценкой, отношением и страхами персонажей и игроков. Поэтому можно сказать, что мастер не причиняет боль, а делает что-то важное и проверяет, а что будет, если это что-то сломать. Я стараюсь держаться в зоне умеренной боли, так как слабая или умеренная боль вызывает дискомфорт, подавленность и грусть. Если игроку становится слишком тяжело, это уже сигнал остановиться. Боли бывают не только разной силы, но и разного типа. На контекстную боль, передаваемую через мир, я накидываю нарративную, чтобы создать фоновую текстуру. Тут-там разбавляю физической болью, быстрой и поверхностной. А поверху всего добиваю метаболью, которая медленно зреет, но лупит как лопатой. И да, есть темы, которые я просто не трогаю без предварительной договоренности. Боль не появляется сама, ее выращивают. Для начала я делаю мир ощутимым и понятным, чтобы игроки привязались и привыкли. Знакомые NPC, понятные правила мира и привычные отношения. Постепенно увеличиваю давление, но так, чтобы оно не было монотонным и ровным. Иначе это станет просто фоном, зудящим и противным для игроков. Я продолжаю давить на якоря и реальности, чтобы расшатать их, используя контрасты и перепады. Я давлю, отпускаю. Давлю сильнее, навязываю ощущение того, что скоро что-то случится. И в момент, когда игроки этого не ждут, я ломаю нужные якоря. Например, в одной кампании у меня был игрок-паладин-идеалист, как многие паладины. Я долго показывал, что мир не черно-белый, и в какой-то момент он сам принимает решение убить существо, которое может быть ребенком. И в этот момент персонаж ломается и становится другим, а в глазах игрока шок и восторг. Этот слом очень тонкий момент, который лучше не делать, чем промазать. После слома обычно происходит одно из двух. Либо наступает катарсис с сильной эмоциональной разрядкой, либо просто тихая перестройка, и персонаж становится другим. В долгую это работает потому, что строится на динамике и контрасте. Боль изменяется, отпускает, но всегда где-то есть. Небольшие позитивные моменты на фоне поставляемого мрака ощущаются как яркое солнце, а не пламя свечи. У игрока всегда сохраняется надежда, что все выровняется. Это заставляет его идти дальше. Он ощущает целостность и уместность этой боли в истории. Но самое важное, игрок делает это все важным для себя и делает это сам. Если говорить умными словами,
то это использование контраста для подкрепления дофаминовой петли через нарративную интеграцию и субъективную значимость. Ну а потом он возвращается еще и еще. Как же боль влияет на игрока? Что она дает ему, кроме дискомфорта и острых ощущений? За столом игрок держит образ, и, как ему кажется, правильный. И очень часто это не тот образ, который игрок хотел. Когда начинает возникать то или иное давление, маска трескается и слетает все лишнее. Таким образом, игрок скидывает мусор, что мешает ему органично с собой и образом его персонажа существовать в истории. То есть боль не создает персонажа, она помогает убрать все лишнее. Хочется задаться вопросами типа «А неужели мастер получает от этого удовольствие?» Или «Наверное, он совсем без тормозов?» Мастер в эти моменты максимально открыт, внимателен и осторожен. Да, в этом есть определенное удовольствие. Видеть живое и яркое в персонажах. Видеть, что твой мастеринг, твой сюжет и твои сцены откликаются у игроков. Видеть, что инициатива уходит к игрокам, и они ее принимают. И удовлетворять свое желание исследования эмоций и поведения игроков. Но при этом мастер очень сильно выкладывается, чтобы контролировать границы допустимого и выравнивать давление, постоянно мониторя состояние игроков, их живость, вовлеченность, открытость и другие параметры. И да, границы здесь очень критичны. Мастер должен их не просто задавать, но и обновлять в процессе. Например, игрок говорит «Мне тяжело, но это круто», тогда все отлично. А если игрок закрывается, теряет вовлеченность и яркость, то где-то уже переборщили. Боль должна быть со смыслом, выбором и возможностью выхода. Во время работы над видео я понял, что кое-что сам упускаю. Мы сыгрались. Играем аккуратно, и ощущение, что мы понимаем друг друга. И я перестал обсуждать правила техники безопасности и выхода. И вот это очень большая ошибка. Проблема в том, что ощущение безопасности – это не то же самое, что подтвержденная безопасность. Игрок может чувствовать, типа все окей, но бояться остановить сцену, думая, что как-то неудобно, не хочу портить, я еще подержусь. Поэтому я еще раз акцентируюсь, в том числе и для себя, безопасность – это не договор на один раз. Это практика, которую нужно обновлять регулярно. Итак, чек-лист. Напомнили перед игрой стоп-слово, или карточки, что у вас там для этого используется. Если нет, заводите. Еще раз подсветили, что можно прервать сцену в любой момент без каких-либо объяснений. И нормализуем это все. Это нормально, если кто-то останавливает сцену. Объяснять не надо, никаких этого всего, да, мы все понимаем. И мастер тоже может остановить сцену, если что-то пойдет не так. Хотя игроки и приходят не за страдания, но они абсолютно не прочь получить безопасный опыт, который в жизни либо недоступен, либо сложно получить. Ну а мастер не просто модерирует стол и рассказывает историю. Он создает условия, в которых персонаж проявляется и оживает. И если ты все же хочешь работать с тяжелыми эмоциями, ты обязан держать точку выхода видимой, доступной, открытой, без вопросов и порицаний. Ведь в противном случае это уже не исследование, а какое-то подсудное дело.